Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит, и сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры Мир танков от Leste Games, и сегодня у нас на обзоре сверхтяжелый польский танк 10-го левела, проходная прокачиваемая ветка 60 ТП. Вы представляете, какой огромный, невероятно огромный, мощный танк, какое у него длинное орудие. Замечательный 3D стиль, он ему хорошо подходит. И прежде чем мы продолжим обзор, прожми лайк под этим видео, подпишись на канал, если до сих пор это не сделал, тебе не сложно, а мне приятно. Ну а мы отправляемся смотреть бронирование 60 ТП. Go! Итак, collision модель нашего 60 ТП, ну и начнем, конечно же, с корпуса. НЛД 110 миллиметров, имеет хороший угол наклона, и эти 110 миллиметров превращаются в невероятные 201-204. Конечно же мало, спокойно нас пробивает 9 10 левела, и даже большинство 8-х левелов на обычном типе снаряда. Конечно, есть такие танки, как ИС-6, например, либо Крайслер, GFK, либо там все его итерации, они здесь будут испытывать проблемы. Но в основной массе, конечно же, наш НЛД пробивает абсолютно все. Касаемо, но оно узкое, вот есть плюс, да, оно не широкое, буквально полосочка. ВЛД 338, 350, 338, 350, 350, 367. А здесь с той стороны то же самое. Люк мехвода, вот ослабленная часть. 236, а вот здесь уже 300. Помни, что в люк мехвода стрелять нужно только по центру. Есть вот такие замечательные щеки в 70 миллиметров, но приведенная броня 185 и под хорошим рикошетным углом. Да, рикошет. Ага, рикошет. Соответственно, по корпусу ослабленная только у нас НЛД и центральная часть люка мехвода. Все остальное, в принципе, бронировано достойно. Касаемо башни, вот здесь, кстати, 360 не посмотрели, да, касаемо башни. У нас достаточно большая маска орудия, кругляк вокруг ствола 260, 329 справа, 300, ну те же 29, 330 слева, внизу 338, еще ниже 700, есть вот здесь 206, но рикошет, так, 500, 600, 600, сама, так, да, вот здесь вот, значит, 329, сама башня 340, 400, не, ну башня у него зашита просто шикарно. Там 400, 500, 600 тысяч. Очень крепкая броня. Есть лючок 220. Вот ослабленная деталь, так сказать, башни, назовем ее сверху. И есть у нас планочка 50 миллиметров. В приведенке 120. Сюда можно вполне себе спокойно забрасывать. Да. А почему нет? Вот, пожалуйста, 121 пробивайте. Боковое бронирование у нас 100 миллиметров. Фальшборд 110 с фальшбортом. Смотрим, как он у нас танкует. По нижней части по каткам идеально все. Верхняя часть все идеально. Подставляет щеку. Смотрим, тоже идеально. Всего лишь 153, но под хорошим углом рикошет. Здесь 377. Так что от борта очень даже себе комфортно на нем танковать. Так, с броней разобрались. Давайте глядеть пушечку. 10 левел орудия у нас. 750 альфа на основном снаряде, на голде, на фугасе 950. Бронепробитие нищее на основном, 250. На голде 317 уже неплохо. Но вот, конечно, основной в 250, учитывая, что это супер тяж, огромная пушка, 152 миллиметров. Так почему такое пробитие 250? А потому что альфа вот такая 750, да. Ладно, заряжается орудие почти 20 секунд, это на стоке. Точность 0,38, как для тяжелого танка, вполне себе годно. Время сведения чуть-чуть некомфортно, 3 секунды. Но опять же это на стоке. По полевой модернизации. Во втором блоке качаем что? Вездеходную ходовую. В четвертом блоке качаем так, как раз вот притирка шестерни наведения, чтобы сводилась пушечка покомфортнее.
Да. Звукоизоляцию в 5-м блоке прокачиваем. В 7-м блоке скорости вперед, скорость поворота башни. Вот здесь бы она ничего бы не качал в 7-м. Запас прочности. Вот здесь тоже ничего бы не качал. 6-й. Значит, огневую мощь, либо мобильность. Наверное, таки огневую мощь. Все-таки это 60 ТП. Да. Ну, если вы будете катать на турбине, можете прокачать и мобильность. Но в основной слот здесь все ставят улучшенную закалку, досел и стаб. Все скажут, а что ты сказал-то улучшенную закалку, у тебя стоит вентиль? Да, иногда катаюсь с вентилем. И мне нравится. Но основная масса игроков играет закалка, досел, стаб. Можете попробовать, как я на вентиле. По снаряжению. Основной снаряд у нас бронебойный, летит 900. Голда кумулятивный, летит те же 900. Да и фугас, собственно, тоже 900. По снаряжению ремка, аптечка, автоматический огнетушитель. Я пихнул доп. Паёк. 4 члена экипажа, перки наблюдаете перед собой в табличке. По УВНу минимально комфортный у нас присутствует. Время сведения у нас 2.64, разброс 0.33. Все здесь вполне себе неплохо. По ХП жир 2600 сверхтяж. Да, по мобильности 35 вперед, 14 назад. Почти 13 лошадей на тонну. Танк, естественно, медленный. Если вы хотите покатать с турбиной, пожалуйста. Главное оставить стаб и досел. А вот вместо закалки можете поставить турбину, да. Ну, правда, передвинуть тут немного, подвигать оборудование. Но вместо вентиля и закалки можете реально попробовать покатать с турбиной. Может быть, вам понравится. По обзору у нас 449 метров. Ну, нормальный параметр. Выше, чем у других на самом деле. Но нам здесь вентиль немного дает, да, плюс 14. Так был бы, ну, стандартный параметр. Значит, по обзору ни плюс, ни минус, стандарт. По мобильности медленный, и это минус. По ХП все хорошо, плюс. В связке с бронированием вообще все, в принципе, отлично. По огневой мощи у нас очень сочная альфа. У нас неплохое пробитие на голдовом снаряде, слабое пробитие на основном. Минимальные УВН пушки у нас присутствуют. Скорость полета снаряда, в принципе, для такого дрына, для такого калибра тоже в норме. По времени сведения танк ближнего боя, да, и по точности здесь все на отлично. То есть в целом по пушке плюс. Ладно, предлагаю уже этого монстра отправлять в бой. Давайте поглядим, а собственно на что он способен. Погнали. Так, господа, обзор боем. 60 ТП, польский сверхтяжелый танк 10 левела, проходная прокачиваемая ветка. Поедем направо. У них бабаха, фош. Вот это самые неприятные товарищи, которые из инвиза сейчас жахать будут. Да. Остальное такое. Интересно, у нас ЛТшка играет на ЕБРе. Да, ЛТ вот это уже нам не повезло. У них тоже ЛТ-вот. Такой же, как у нас. К великой их скорби и нашей. Да. Кого приходится убивать на тяжелом танке? ЛТшек.
Две арты сильно. Ой, куда он поехал? Господи. На центр. Понятно, куда он поехал. Умереть он поехал. На центр. Пробитие сделали 3 топорам. Асист по гусенице. Какой хитрый ВЗ. Как он успел-то гусельку мне забить. Фош 116-го вкатывает. Все, разобрались. Хорошо. Молодец. Затащил. Затащил. Красавчик. Из 3-2 бы еще затащил бы. Было бы вообще хорошо. Пробитие. Вы за куда перекатил, да? Тогда едем с ним воевать. Готов. Ребят, 4К сделали. И сам надо в жопку поливать. Ну, весь хитрый. А вот. Скалу дал. Хорошо. Вот он. Да, хорошо. Ну все, тут победа, больше мы не настреляем, а больше особо и не надо. 5К мы на 60 ТП сделали сумму. 600 за света, 645. 4500 чистого настрела. Ну, можно сказать, у врагов турбослив. И даже в турбосливе мы успели нанести нормально урона. Хорошая альфа. И самое главное, без суеты. Хороший, мощный мужской, да, супер тяжелый танк.
Мало их в рендоме, почему-то не любит их народ, но в целом пушка в принципе комфортная, пробитие хорошее, да, он медленный, и не сказать, что он там супер бронированный, там в корпусе очень много уязвимых зон, безусловно, да даже лючки хорошо простреливаются на этой машине, но при всем при этом делать результаты на нем можно. Вот. Первое место по урону 3 фрага, да, 4500. Так что, ребята, у кого есть в ангаре эта тачка, пишите, какой вы ставите оборудование, как на этой машине получается. Нет, по пятибалльной системе осмелюсь поставить 4,5. Вот. Подписывайтесь на канал, прожимайте лукасы, ну а 50 ТП сверхтяжелый, мощный танк. Всем пока-пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.